никто не готов был биться. Есть времена, когда уже надо драться. Другого пути не существует, кроме как насильственного свержения Путина. Сегодня мы обсуждаем отзыв лицензии у телеканала «Дождь». И это такая большая новость, где грань между свободой слова и вседозволенностью. Я немного в другой плоскости буду рассматривать. Конечно, мы косвенно этого всего коснемся. Во-первых, я хочу сказать, что я сам журналист, хоть сейчас я временно не работаю, и для меня это тема такая чувствительная, я, возможно, где-то буду не совсем объективен, да? Но, с другой стороны, я это вижу изнутри, и, может быть, мне легче как-то комментировать. Тут надо различать несколько плоскостей. Во-первых, юридическое. Говорят, что это совокупность, что Дождь до этого нарушал. Упоминалось, что титры они не установили на латвийском языке, и, в общем-то, продолжали жить по российским законам, получается, так, с точки зрения латвийских властей. Но есть другая плоскость обсуждения в соцсетях. Средства массовой информации должно ли становиться инструментом пропаганды в условиях войны. Да? Там журналисты отстаивают, что СМИ должно оставаться СМИ, не нести там все точки зрения и так далее. Естественно, для тех, кто вовлечен в войну, для украинцев там этих полутонов не существует, и это правильно, потому что они сейчас в состоянии защиты своей родины, да, там все средства, которые мобилизуют нацию, хороши. Если там ненависть к тому же Дождю, там, либералам и вообще всем русским мобилизуют нацию, значит, это будет использовано, и тут никаких претензий там не может быть, особенно со стороны россиян, потому что это мы бомбим их города. Я хочу прям зачитать эту фразу, сказанную в эфире Алексеем Коростылевым, потому что, да, вот именно эта фраза стала триггером для такой большой реакции. Вот что он сказал. Я, скорее всего, ставлю этот отрывок, но сейчас зачитаю. Многие из историй, написанных на нашу почту и телеграм-бот, становятся опубликованными. И мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе мы, смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте. Это он говорил о российской армии и мобилизации. Да, это, безусловно, ошибка Дождя. Вот страны, которые были непосредственно контактировали с Советским Союзом, да, там, которые относительно недавно вышли, которые переживают еще репрессии, точно так же, как калмыки переживают депортацию, да, там, переживают репрессии советского государства. Естественно, Латвия одна из таких республик, и понятно, что там это все воспринимается острее, там всегда ждут проявления какой-то русской имперскости. Да. Речь теряет свое значение, да, во время войны. Мы часто слышим, там, что человек пришел из войны, с войны, да, там ничего не рассказывает, там, или, там, есть там знаменитая пословица, когда пушки говорят, там музы молчат, да. Речь вот в этом состоянии, она бессмысленна уже получается, то есть говорить не о чем, когда идет война. И вот тут какие ожидания от журналистов, от Дождя, что для тех, кто не втянут в эту профессиональную деятельность, им кажется, что вот журналисты должны сказать что-то такое, после чего люди задумаются, да, там, но это невозможно, тем более сказать о войне, это в принципе невозможно, иначе мы просто были бы волшебниками, но в состоянии войны это вдвойне невозможно. Тут есть две стороны, которые уже выбрали свои позиции и которых не поменяют, пока не произойдет чьей-то победы. Тут происходит такое распределение ролей, то есть Украина сейчас в сильной позиции. Они, во-первых, они морально правы, они на своей территории защищают свою родину. Кроме того, у них есть там военные успехи, да, там они перешли, там, отбили города, там укрепились и так далее.
И все вот сейчас хотят быть причастными к этому успеху, и тут вот для россиян места нет. То есть оппозиционные вы, не оппозиционные, то есть нам дают такой как бы сигнал, что борьба, защита Украины – это наше дело, наше европейское, да, там вы туда не лезьте. Ваше дело – это устранение режима Путина. Поскольку речь сама по себе уже теряет смысл во время войны, то единственное, что мы вообще в принципе могли бы сделать, это насильственное свержение путинского режима. Зачитаю основания, под каким закрыли лицензию. Так, нашла. По словам главы Совета Иваса Абольша, решение принято в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку. И вы вот от этого проводите параллель к тому, что от журналистов ожидают, что они перестанут говорить об Украине как о стране, которая там оказывает поддержку, а больше сосредоточились на проблемах России и говорили о России. Вы к этому ведете? Да, по большому счету нам хотят сказать, когда вы свергнете Путина, и от всех публичных личностей, не только от журналистов, да, ждут каких-то рецептов, то есть как свергнуть Путина, что надо сделать и так далее. Сразу скажу, что эти рецепты журналисты точно не смогут дать, но тут мы должны перейти просто чуть дальше от самой журналистики российской к российскому обществу. То есть от российского общества ждут действий. Потому что война уже идет черти сколько, а российское общество по-прежнему в какой-то растерянности. Да? Я считаю тоже, что в принципе другого пути не существует, кроме как насильственного свержения Путина. Нет ощущения от вот этих дискуссий российских интеллектуалов, что они собираются что-то решить. Мы собираемся, да, я сейчас отделился от технично, что мы собираемся что-то решить, потому что вот эти вот все бесконечные съезды депутатов там в изгнании, да, там, это все тоже не про сопротивление, потому что там исходит из того, что вот Запад победит, там чуть ли не дойдет до Кремля, и потом вот, а мы уже вот выбрали парламент, вот мы такие предусмотрительные. И как перейти к обсуждению таких более практических вещей, мне кажется, вот это вот задача, которая должна сейчас стоять перед российской оппозицией, потому что мы действительно затянули уже с вот этими оправданиями, что вот у нас такая ситуация, мы ничего не можем, и уже пора эту стадию завершать и переходить к другой. Поясню зрителям, кто там не следит за ситуацией за границей, и вы меня поправьте, если вы не согласны. Насколько я понимаю, вы говорите о том, что сейчас те россияне, которые живут за границей, но которые не поддерживают за границей Российской Федерации, но которые не поддерживают кремлевскую политику, их как бы называют хороший русский. И они в такой вот комфортной какой-то позиции, что да, я хороший русский, в том плане, что я не поддерживаю войну и российскую позицию. И здесь телеканал «Дождь» выступили именно такими. Мы не поддерживаем российскую позицию, но тем не менее мы продолжаем называть «наша армия», мы там время от времени показываем карту, где Крым в составе России, и вот такие небольшие высказывания о том, что мы там поддерживаем и мы переживаем за военнослужащих российских. Сейчас вы говорите о том, что западный мир, скорее всего, начинает уставать вот от такой риторики, что я просто хороший русский, я в такой комфортной позиции, а подталкивают к тому, отзывая лицензию, скорее всего, все журналисты не смогут продлить свой официальный статус пребывания в стране, им понадобится куда-то переезжать, какие-то предпринимать действия, то есть подталкивают к тому, чтобы активно сосредоточились от разговоров, вышли из своей вот этой комфортной позиции «я хороший русский» и подтолкнуть их к каким-то действиям. Вы про это? Да, я думаю, тут даже не стоит делить россиян на тех, кто уехал, кто остался. Да? Понятно, что те, кто остался, у них совсем другие возможности говорить, но есть данность: российское общество беспомощное.
Ну, это не значит, что теперь все, давайте поставим крест и будем ждать прихода там с Запада какого-то мессии, да, там. Это значит, что такую сложную задачу надо как-то решить. Вот общество беспомощно, не способно к коллективному действию, но что-то с этим надо делать. И здесь вот у нас есть там звезды социологии, антропологии, которые знают, как работает общество, там, как работает психика человека там, в стрессовых ситуациях. Да. Соединитесь, начните уже дискуссию какую-то плодотворную в этом плане. Просто констатировать, что мы ничего не можем, это вот как раз то, что вызывает протест другой части общества. Хорошо, тогда, может быть, у вас есть какое-то представление, каким образом оппозиция российская может объединиться, найти эту самую площадку, на которой какие-то дискуссии могут начаться? Ну, прежде всего, это надо покончить с этой бесконечной раздробленностью и бесконечными спорами внутри оппозиции. Да, там, то есть уже пора как-то объединяться. Вот, допустим, 68-й год на Западе, да, началось все с ущемления черных. Вышли все, сами чернокожие, там, белые студенты, вышли либералы, там, и социалисты, и они нашли как-то общий язык, потому что это касалось всех. Война тоже касается всех. И вот эти вот бесконечные между собойчики, дезинтеграция, да, там внутри самой оппозиции, вот, в первую очередь нужно покончить с этим. Нужно найти общий интерес, но здесь он, по-моему, на поверхности, это мирное существование, как вернуться к миру. Ну, я вижу, что, да, вы как журналист, вы начали эту встречу с того, что, возможно, я буду не совсем объективен, более так личностно заинтересован в этой теме. Согласна. То есть вы сейчас говорите о том, что остановить войну, высказаться там против войны и остановить войну, это должно быть точкой соединения всей оппозиции, а не то, каким они видят будущее России и как там лоббировать свои политические интересы на этой волне. То есть первая должна быть точка остановить войну, а потом уже думать, как мы будем дальше жить. Правильно? Конечно, и вообще это вот этот общий интерес, он был еще и до войны, уже давно. Это общий интерес у нас был убрать эту авторитарную власть путинскую и перейти к многопартийной системе нормальной, да, там, к нормальным парламентам и все такое. Мы должны отказаться вообще от какого-то высокомерного отношения там, московской оппозиции к региональной. Или обратный есть тоже эффект, когда региональная оппозиция смотрит там с презрением на московскую, хотя там есть не только же вот эти вот люди, которые, из-за которых страдает репутация оппозиции, там много действительно там правозащитников, там политиков, которые что-то делают даже в таких условиях, но мы этого не замечаем, мы реагируем на какие-то крупные вспышки, да, там, медийные, и делаем вывод обо всех там. А Москва, региональная оппозиция считает, что их федеральная повестка вообще не интересует, они только свои местечковыми проблемами озабочены. Так говорили про ингушский протест, так говорили про калмыцкий протест, даже про Хабаровск, который полгода звал, там, поднимайтесь города, с нашей родиной беда, да, там, и демонстрировал прям, ну, какое-то, я не знаю, уникальное для России умение этот протест организовать, там, низовую организацию сумасшедших, но никто не поддержал их. И когда только начиналось, когда я увидел обстрелы, я позвонил одному из московских оппозиционеров, говорю, там собирается кто-то выходить, я могу здесь там, ну, с соседними республиками там поговорить, нас там мало будет, но мы приедем, только надо уже драться. Он говорит, я сейчас не в Москве, там, поговори там с теми, этими, там, и, в общем-то, все на этом закончилось, потому что потом уже стало понятно, что все люди выходят, то, опять же, просто постоять никто не готов был биться.
И есть времена, когда уже надо драться. И в результате нас всех поодиночке просто перебили, и половина вынуждена была уехать, половина еще остается на свой страх и риск. И это никак все равно не способствует солидарности. То есть даже такое вот событие не смогло нас объединить. Вот с этим надо как-то кончать и переходить вот к таким более уже вразумительным действиям, что ли. Бадма, как? Потому что сейчас Ну, ощущение, что мы сказали, что российская оппозиция не в состоянии объединиться, не в состоянии сплотиться, не в состоянии отказаться от своих там политических интересов, а на каких-то гуманистических точках соприкосновения остановиться, что мы там против войны, мы против насилия, против уничтожения гражданских объектов в Украине. Но при этом как это сделать? Ну, сейчас наверняка есть запрос как раз-таки в таких сетевых структурах. Ну, и мы видим, те, кто выехал, помогали тем, кто там остался выезжать, и помогают до сих пор, да, там вот эти сети, они работали достаточно эффективно, и меня вывозили, все прошло очень гладко. Вот эти сетевые структуры, которые возникают спонтанно по какому-то поводу, нужно объединить, переплести, да, там, то есть вот каким образом надо думать в каждом конкретном случае, потому что там, ну, допустим, калмыцкая, бурятская, там, у нас, естественно, есть способы переплестись, потому что мы родственные народы, да, там, мы, в общем-то, и переплелись, получается, потому что вот недавно там был форум, где калмыцкие активисты, бурятские, они совместно участвовали и так далее. Просто сейчас вот опять эти сети как бы пробуксовывают, потому что нет такого масштабного действия, ради которого можно начать работать, да, там, как мобилизация была, когда вывозили людей. Точно так же вот эти вот сети, есть там московские, есть там по политическим взглядам, там левые наверняка сидят в сетях. И вот через людей, которым доверяют там из другой сети, да, нужно эти сети переплетать, во-первых, а во-вторых, вырабатывать повестку постоянную, ради которой вот эта большая сеть будет работать так же эффективно, как во время мобилизации, да, там, ну, уже постоянно. Мне трудно, вот я уехал, мне трудно сказать, что эта сеть будет работать там, для того, чтобы в конце концов поднять людей там на бунт, да, там. Ну, получается, я из комфортной ситуации призываю там кого-то идти, выходить, рисковать. Но эти сети в любом случае переплетутся с российскими. Они не могут переплестись, потому что все равно кто-то остался. Революция возникает, когда появляется возможность. То есть как только слабинку даст власть, как только она где-то переборщит, то выяснится, что противников у нее очень много. И тех, кто остался в России, там и так далее. Ну, это просто классика этих революций. Ну, чтобы как бы приблизить этот момент, что ли, вот эти сетевые структуры должны объединить тех, кто в России, за рубежом, просто по принципу гражданства, да, там, россиян, неважно, где мы находимся сейчас. Очень сложный вопрос, как найти вот этот общий интерес, как зацепить человека ради коллективного действия. Да, там. Он должен широко обсуждаться, но обсуждаться с прицелом, чтобы перейти к коллективному действию, не просто слова ради слов. То есть что оппозиция, вот эти вот мелкие, раздробленные, небольшие организации, которые там стихийно, многие создали стихийно, должны найти точку соприкосновения и попытаться выработать какую-то совместную повестку, и которая уже будет, ну, значительно большая такая сеть представлена, межрегиональная, совместную повестку, как объединить россиян, тех, кто находится за границей, кто находится внутри страны, те, кто против войны,
и каким образом вся эта группа людей может соединиться и какие именно действия предпринять. Об этом? Да, да, да. Мы должны говорить об этом, как перейти от обсуждения к коллективному действию и главное, к результативному коллективному действию, да, потому что действие, которое не дает результата, оно подрывает доверие к оппозиции. То есть, вот, ну, опять ничего не получилось. Мы и так в очень таком положении, оппозиция очень давно ничего не добивалась, и поэтому вот сейчас нужно переходить уже с прицелом на результат. Хорошо, спасибо за нашу сегодняшнюю встречу. Мне еще нужно подумать над вашими словами, есть над чем порефлексировать. Еще раз спасибо. Все, спасибо. Друзья, я, конечно же, понимаю, что сейчас будут те, кто не согласится с озвученной позицией, и я приглашаю вас, напишите, пожалуйста, на мою почту, я с удовольствием приглашу вас на эфир, на интервью. Также была просьба от зрителей канала записать интервью с кем-нибудь из представителей нынешней власти. Так что если кто-то не согласен и кто-то осуждает, пожалуйста, напишите, я с удовольствием запишу интервью с вами в том числе, чтобы узнать вашу позицию, как вы вообще видите будущее России, будущее регионов, как, на ваш взгляд, страна должна развиваться, куда идти. И если вы против войны, тоже, пожалуйста, напишите, выскажите свою позицию. И сейчас на самом деле очень много людей, которые против войны, не хотят быть частью страны, которая стала причиной гибели такого огромного количества людей, в том числе гражданских людей в Украине. Потому что молчать, ничего не говорить, ничего не делать, это как бы принять эту реальность. И я не знаю, насколько разговоры помогут о том, что мы не согласны. Вот, например, Падман говорит, что хватит разговаривать, сколько можно разговаривать, нужно переходить к каким-то действиям. Это его позиция. Я еще не выработала свою позицию по этому поводу. И на данный момент я, наверное, приглашаю больше к разговору, к тому, чтобы высказать свою позицию, высказать свое несогласие и посмотреть, насколько нас много тех людей, которые против этой войны, и насколько мы можем объединиться, и насколько мы можем высказывать несогласие с действующей властью.